Все начинается с того, что нам показывают совершенно другой мир, и в этом мире есть люди, известные как культиваторы, которые могут обладать сверхъестественными способностями, используя духовную энергию. И тот, кто сможет достичь наивысшего уровня развития, станет бессмертным существом. Но чтобы стать сильнейшим культиватором в этом мире духовной магии, ты должен повысить свой уровень, используя процесс совершенствования. Вначале мы видим двух бессмертных по имени Ли и Мэй, которые играют в дружескую партию в шахматы. Мастер Ли в настоящее время выражает свое разочарование по поводу того, что у него было так мало свободного времени, а также обсуждает вопрос о долге благодарности, который он кому-то должен. Ли обещал принять потомка старого знакомого в качестве своего ученика. Если бы с Земли когда-нибудь было отправлено сообщение с помощью черного благовония, но каждый раз, когда его зажигали, оно всегда гасло, заставляя его отправляться на поиски. В этот момент, во время игры в шахматы, благовония были зажжены в 13-й раз, и на этот раз, прежде чем они погаснут, Ли полон решимости выяснить, кто играет с ним на Земле. И мы видим, как мастер Ли летит на Землю в первый раз за 3 года и, наконец, спускается вниз. Здесь мы встречаем нашего главного героя, который является каким-то одиноким случайным парнем на Земле по имени Бай, стоящим на вершине горы, и именно он продолжает зажигать огонь. Черные благовония, и это будет 13-й раз за последние 3 года, когда будут зажжены черные благовония. Прямо сейчас Бай полон решимости довести свое послание до конца. Несмотря на то, что ритуал вызвал сильную бурю в деревне и на него обрушились огромные лучи молний, он все еще готов пережить это время, чтобы отправить это послание бессмертным наверху. Вместо того, чтобы снова убегать, как он обычно делает. Мы видим внизу других жителей деревни, которые злятся на Бая за то, что он снова вызвал грозу, и эти жители начинают молиться бессмертному, чтобы он, пожалуйста, забрал Бая, так как он создает слишком много проблем, и они даже называют Бая как белая ласка, так как он съедает всех цыплят и оставляет остальных своих людей голодать. Они все просто сумасшедшие. Но, судя по всему, Бай единственный из своего народа, кто хочет стать кем-то другим, а не вонючим никчемным деревенским жителем. Но все они смеются над ним за его безумные мечты и считают, что это пустая трата времени, пытаясь связаться с бессмертным богом. Однако после их молитв хозяин деревни требует, чтобы все они вели себя тихо и были добры к Баю. Поскольку родители Бая умерли, когда он был в раннем возрасте, и в результате жители деревни в значительной степени стали для него вторыми родителями и наблюдали, как он растет, вставай. Но несмотря на это, они все равно молились бессмертным, чтобы они забрали его отсюда. Через некоторое время Бай в конце концов сдается. Но внезапно он слышит голос, зовущий его. И здесь мы видим, как бессмертный первого класса Ли прибывает на Землю, чтобы поприветствовать его, и слышим, как Ли объясняет, что именно с ним Бай пытался связаться. И спрашивает, какого черта он все время зажигает благовония, что раздражает его до чертиков, и спрашивает его, какого черта ему нужно. После этого Би извиняется и говорит Ли, что его предок приказал ему связаться с бессмертными. Так что, несмотря ни на что, он должен научить его тому, как стать самосовершенствующимся. После получасовых упрашиваний Ли наконец соглашается и говорит, что он может прийти в царство секты духов и стать его учеником, где он сможет тренироваться, чтобы стать самосовершенствующимся. Но несмотря ни на что, он не сможет обмануть этот процесс совершенствования, каким бы трудным он ни был, и не сможет найти способы обойти этот процесс. Он должен упорно трудиться, чтобы стать бессмертным, таким же, как другие бессмертные в их царстве. Бай соглашается, и Ли говорит, что они должны немедленно уехать. Но Бай говорит Ли, что есть один человек, с которым он должен попрощаться. Это главный мастер деревни, который, по его словам, поможет ему. Я буду очень расстроен, когда они уедут, потому что Бай всегда думал о нем как о своем отце. Однако, как только они услышали новость об отъезде Бая, вся деревня устроила грандиозную вечеринку и отпраздновала его отъезд, включая директора деревни. И они были очень счастливы, что он ушел. Уходя, Бай крикнул жителям деревни, что скоро вернется, и все они занервничали, услышав это. Затем мы меняем обстановку. И здесь мы видим Бая и Ли, которые достигли секты духовного потока. И когда Бай видит их мир в первый раз, он потрясен и очарован царством, в которое он только что попал. Но по прибытии Ли заставляет Бая упасть с его духовного меча, на котором они летели. Би попадает в место под названием «Огненная кухня», и Ли говорит ему, что именно здесь он будет учиться самосовершенствованию. А Броуди, словно босс, демонстрирует свои духовные способности, производя впечатление на Бая. После падения Бай чувствует растерянность и головокружение, и тут он натыкается на довольно крупного мужчину по имени Мистер Хай. Это человек, который отвечает за пожарную кухню, и он говорит Баю, что отныне он будет тренировать свои способности к самосовершенствованию в этой области секты. И будет его главный ученик, так как он такой тощий и слабый, поэтому ему нужно уделять все внимание, иначе Мистер Хай может расплакаться. Потому что он никогда раньше не видел такого худого парня. Однако этот разговор был подслушан другим учеником-культиватором низкого уровня по имени Бао, который пришел в ярость из-за того, что занял его место в качестве нового культиватора. Поскольку Бао хотел работать здесь, на огневой кухне, и он также очень усердно тренировался, зарабатывая немного денег, чтобы быть уверенным, что получит здесь место. Итак, Бао использует атаку духовным мечом против Бая. Но Мистер Хай быстро использует силу культивирования воды, чтобы блокировать атаку духовным мечом и таким образом спасти Бая. Бао снова пытается атаковать Бая, используя больше способностей к культивированию, но Мистер Хай останавливает его, левитирует и швыряет ведро Бао в лицо. После такого высокомерного
высокомерного поступка по отношению к Баю, мистер Хай просит его покинуть пожарную кухню, иначе он вышвырнет его отсюда. Реалм раз и навсегда, и отправь его уродливую задницу обратно в ту дыру, из которой он вылез. Однако Боу называет мистера Хаю жирным занудой и использует кровь из его носа, чтобы создать некую духовную птицу, которая преследует Бая. В результате чего у Бая на руке появляется метка. Эта метка сделана в знак того, что однажды Боу официально вызовет Бая на дуэль, и из-за метки в виде птицы Бай вынужден согласиться, так как с этого момента они враги на мечах. Однако мистер Хай говорит Баю, что он защитит его, так как он очень слаб, и предупреждает Бая, чтобы он учился самосовершенствованию, но оставался в стенах пожарной кухни. Иначе Бао может добраться до него. После этого он в первый раз ведет Бая на кухню, и здесь он объясняет, как они готовят много духовной пищи, которая пробуждает определенные части тела, и как они готовят вкусные блюда для некоторых старейшин. А здесь мы видим других поваров, которые очень взволнованы появлением Бая, так как они никогда не видели худенького новичка, и Бай представляет себя. После этого повара показывают Баю все божественное мистическое оружие огненной кухни, которое он может использовать для развития своих способностей. А после, услышав это, Бай был чрезвычайно взволнован, желая увидеть, какой божественный предмет он сможет использовать. Но мистер Хай предлагает множество вещей, которые он может выбрать, и он расстраивается, когда понимает, что все эти предметы всего лишь кастрюли и сковородки. Он спрашивает Хая, где находятся все мистические божественные предметы, но тот отвечает ему, что это единственные вещи, из которых можно выбирать, и мистер Хай говорит Баю, что пока у него есть такая кастрюля, все в этом королевстве будут знать, что он является частью огненной кухни и не допустит, чтобы над ним издевались. В конце концов, Бай выбрал горшок по своему выбору, и тот, который он выбрал, был очень похож на черепаший панцирь, что вызвало у них всеобщий смех, и они сказали Баю, что этот горшок простоял там сотни лет и никому никогда не был нужен. Вернувшись в общежитие на кухне, он садится рядом с мистером Хаем, который объясняет ему, что существует 10 стадий совершенствования ученика, и они называются размышления. И чем выше твой уровень, тем большим количеством техник ты можешь овладеть. И после того, как вы освоите все 10 ключевых методов рассмотрения, вы сможете перейти к созданию фонда. Однако в этой огненной кухне все новые ученики могут достичь только 3 уровней методов рассмотрения, и им придется покинуть эту секту и продолжить изучение в других сектах, чтобы подняться на более высокий уровень. Но Би помнит своего заклятого врага Боу, который ждет его за этими стенами, и теперь он должен тренировать свое самосовершенствование, чтобы защитить себя и быть уверенным, что он выиграет битву и проживет долгую жизнь здесь в секте, ради вступления в которую он так усердно и терпеливо работал. После того, как Бай достал все свитки и начал учиться так быстро, как только мог, однако пытаясь развить свои способности к самосовершенствованию, он услышал странный шум, доносящийся снаружи, и подумал, не пришел ли за ним Боу. Итак, Бай выходит на улицу, чтобы выяснить, в чем дело. Однако это всего лишь повара, которые наслаждаются всеми блюдами и едят все самое лучшее, что есть в секте, что шокирует окружающих. Однако Бао, сам того не подозревая, наблюдал за ним с вершины горы. Тем временем, увидев поваров на кухне, они отвели его внутрь, заставили Бая есть вместе с ними, чтобы он не мог рассказать остальным, что они делают. И после того, как он наелся досыта, они начали рассказывать, как купить все рецепты для духовного совершенствования и как трудно этого достичь статус бессмертного. Поскольку все они так долго ели эту дрянь из огненной кухни, пытаясь подняться в рейтинге, но они просто становятся все уродливее и уродливее и превращаются в отвратительные жировые клетки. Однако Бай усваивает всю информацию и начинает с того, что готовит в воке крупинку духовного риса. Джан поражен тем, как быстро Бай достигает первого уровня конденсации Кай. Они объясняют, что существует 3 типа очищения: очищение оружия, очищение эликсиров и духовное очищение, и поскольку духовное очищение встречается крайне редко, и только у некоторых есть надежда достичь его, Бэй задается вопросом, есть ли у него зерно из риса, был очищен дух. И если его походка – это божественный инструмент, который может совершать очищение духа. Б понимает, что Бао находится только на 2-м уровне конденсации Кай, и решает тренироваться еще усерднее, чтобы ему больше не приходилось прятаться. Он был удивлен, когда только что дважды закончил духовную очистку своего деревянного меча, но его походка стала плавной, и кажется, что-то ушло из него. Бай понимает, что должно быть теряет часть своей жизни при очистке, и он отказывается от своей походки, потому что это разрушает его тяжелую работу. Бай обвиняет Бао в интенсивных тренировках, но Джан объясняет, что он может легко справиться с ним. Они дерутся, и Бай выигрывает бой. Бай обвиняет Бао в том, что он потерял свою жизнь, и заклинание, наложенное на Бая, снимается. Наставник потрясен, увидев, что новый ученик победил Бао, но Бао шокирующе сообщает, что Бай достиг 3-го уровня конденсации Кая. Для всех желающих объявлено испытание на повышение квалификации, и Бай считает, что пришло время перемен. Огненная кухня планирует самостоятельно занять все 3 места, но для достижения успеха у них должен быть тщательно продуманный план. Бай соглашается следовать их плану,
потому что соревнование будет действительно напряженным и изнурительным. Группа неустанно готовится к испытанию, но они удивлены, обнаружив, что оно оказалось более напряженным, чем ожидалось. Когда они поднимаются на гору, их передвижение ограничено, но Бай остается невозмутимым. Чин из надзорного отдела остался позади, чтобы высказывать пустые угрозы. Бай прибывает в опасную зону и узнает о последнем испытании, которое включает в себя управление 5 деревянными столбами в грязи. Цзян объясняет, что испытание не такое уж сложное, но Бай настроен скептически. Бай говорит, что он откажется от мест во внешнем секторе за 200 камней духа, и он произносит выразительную речь о том, чтобы осуществить свои мечты и начать свой путь к бессмертию. Один из мужчин понимает, что ему не понадобятся камни духа, когда он станет бессмертным, и отдает свои сбережения Баю. Надзиратель судебного процесса останавливает все и сообщает, что они открыто нарушают правила судебного процесса. Бай демонстрирует свое знание правил, передавая все 386 правил надзирателю, и поскольку они не нарушают никаких правил, Бай продолжает совершать сделки и принимает ставки на 2 других места. Странная девочка из семьи Ху предлагает в 10 раз больше, чем Бай, и она официально стала ученицей 2-го внешнего сектора. Чин прибывает расстроенный, но надзиратель объясняет, что они не нарушают никаких правил, и приказывает всем следовать за ним в зал охраны правопорядка. Они соглашаются, но Чин посылает его к воротам, чтобы заставить стать учеником внешнего сектора. Ли вынужден пройти через ворота и присоединиться к внешнему сектору после продажи своих мест. Все они в конечном итоге вынуждены стать учениками внешнего сектора и научиться культивировать лекарственный путь среди 4 основных секторов. Бай вновь знакомится с бессмертным Ли, который говорит ему, что он должен усердно тренироваться, иначе его отправят обратно в его деревню. Юнь Фэй, ученик внешнего сектора, объясняет, что Бай должен лучше знать этикет, если он надеется научиться готовить пилюлю долголетия. Бая ведут в павильон письменности, где он изучает растения и духовных зверей объемом около 10 томов. Он должен сдать экзамен на 10 гигантских памятников, чтобы перейти на следующий уровень. Бай удивительным образом помогает человеку найти определенный свиток, который он точно помнит. Старейшина рассказывает, что письменность неполная и ее трудно выучить. Так что Бай терпит прокалывание костей, острую боль и сильный голод, но остается решительным. Бай натыкается на памятник, предназначенный для кого-то, кто сдает экзамен. Он удивляется, когда голос объявляет, что экзаменационный планшет активирован. Бай решает приступить к экзамену, и ему говорят нарисовать символ, чтобы начать экзамен. Тем временем толпа празднует победу, ожидая, пока богиня-еврейка мастерски сдаст свой экзамен неподалеку. Бай выбирает уникальный символ и усердно работает, чтобы сдать экзамен. Бай начинает уставать, когда думает о том, что ему осталось пройти всего несколько этапов. В другом месте ты уверенно подсчитываешь 1000 скелетов животных, которые она собирает вместе, и выходишь из другого памятника. Все отвлекаются на нее, но Сяоми видит это и объясняет, что над памятниками появится символ человека, набравшего самый высокий балл на экзамене. Она показала, что в 9 из 10 памятников она заняла 1-е место. Она оспаривает 10-е место, и если она снова займет 1-е место, это будет чудо, которого сектор не видел более 1000 лет. Однако не раздается ни звука, ни голоса, и все потрясены, увидев, что символом является всего лишь черепаха. Все поражены красивым символом маленькой черепахи. Бай притворяется кем-то другим, объясняя, как черепаха была нарисована таким лаконичным, стильным и очаровательным способом. Бай, который впечатлил Зами своей способностью победить тебя, рассказывает, что для победы над ним потребуется более 9000 растений. Зами защищает маленькую черепашку, а Бай спасает ее от травм. Зами вдохновляет Бая освоить все 10 уровней конденсации Кай и надеется, что маленькая черепашка займет 1-е место во всех 10 памятниках и в конечном итоге получит секретное сокровище. Бай соглашается присоединиться к Зами и подбодрить маленькую черепашку, и она рассказывает, что это сильно изменит продолжительность жизни человека. Она также объясняет, что существует 3 типа учреждений фонда. Одно из них может увеличить продолжительность жизни человека на 100 лет, а другое еще больше. Назревает борьба между 2 группировками, в результате которой страдают невинные люди. Люди начинают задаваться вопросом, не борется ли маленькая черепашка за справедливость. И всего за несколько месяцев черепаха заняла 1-е место на 9 памятниках. И все попытки поймать ее провалились. Однажды вечером Бай ждет у последнего памятника и с удивлением видит, что правоохранительные органы оставили его в покое. Оказавшись внутри, большая группа людей собирается, чтобы подождать его снаружи. Над последним памятником появляется кольцо божественного котла, и все поражаются, услышав его снова спустя 1000 лет. Бай получает величайшее сокровище и кольца божественного котла. Все готовятся к атаке, но их отвлекает странный черепаший панцирь. Они бросаются в погоню за Баем, но Земи прерывает их, что приводит к драке между другими членами сектора и правоохранительными органами. Ли прибывает, чтобы прекратить драку, и приказывает всем разойтись. Бай тоже покидает помещение, но с ужасом видит, что его пилюля бессмертия находится в руках дикой курицы. Глупая птица проглатывает пилюлю и величественно улетает.
Кстати, таинственная черепаха стала легендой. Она достигла 4-го уровня сгущения ЦИ и теперь работает над тем, чтобы стать бессмертной. Во время тренировок у него улучшается состояние кожи, мышц и костей, и в конечном итоге он достигает 4-го уровня конденсации Кай. Он проклинает птицу, которая съела его пилюлю бессмертия, и использует насекомое-приманку, чтобы обмануть курицу на соседней птицеферме. На следующий день Джу сообщает Ли, что его бессмертных цыплят с хвостами духами крадут. Ли погружен в тренировки и ничего не знает о сложившейся ситуации. Но Чжу, его ученица, предлагает свой защитный кулон в качестве награды за поимку цыпленка с хвостом духа. Вор Бай осознает опасность и решает действовать быстро. Чжу, впечатленный самоотверженностью Бая, соглашается сформировать отряд по поимке воров и дарит ему ленточку в знак доверия. Бай думает, что с его новой личностью ему будет легче воровать цыплят и отправляться на другую ферму, чтобы продолжить свою воровскую деятельность. Во время кражи Бай слышит, как Ю ругает фермеров за то, что они спят на работе, и начинает притворяться, что ищет вора. И лжет о том, что получил внутренние повреждения, сражаясь с ним. Он берет на себя полную ответственность как командир отделения за то, что позволил вору уйти, так как Чжу верит в его историю. Чжу советует Баю отдохнуть и сосредоточиться на своих обязанностях лидера отделения. Однажды ночью Бай закапывает еще больше куриных костей и сетует на ограниченное количество цыплят, оставшихся на птицеферме, и понимает, что должен расширить свою деятельность и отправиться в другие секторы, чтобы найти больше птицефабрик. Бай продолжает интенсивно тренироваться, но внезапно на него нападают в лесу. Он уклоняется от атак, но осознает, что находится не в лучшей форме, и замечает, что его кожа стала тверже панциря черепахи. Ли наконец раскрывает себя и выражает свое изумление по поводу того, что Бай достиг бессмертной кожи и даже превзошел ее, достигнув железной кожи. Бай, совершенно измученный, умоляет Ли спасти его и пытается оправдать поедание цыплят с хвостами духа, обещая начать все сначала. Ли прибывает, чтобы предупредить Бая о том, что он навсегда останется в долине 10 змей. Но Бай соглашается принять участие в турнире в обмен на свой побег, показывая, что он трижды очищал свой меч духом и достиг 5-го уровня конденсации Кая. Он учится лучше контролировать свою духовную энергию, изучая священные писания и практикует движение замок на горле. Бай учится поднимать резервуар с водой, но испытывает трудности со своей духовной энергией. Он решает продать бамбук, чтобы купить эликсиры для повышения своей духовной энергии, и в конце концов ему удается поднять резервуар. Однако, если он не сможет попасть в 5-ку лучших во время соревнований, его отправят обратно со змеями. Это означает, что он не станет бессмертным. В день соревнований Фэн, надзиратель из суда над Баем, также примет участие. Появляется девочка по имени Лин Фэй, которую все признают могущественной. Некоторые верят, что она займет первое место, в то время как другие верят, что это сделает Фэн. Бай опаздывает на соревнования, но бессмертный вождь Ли ругает его и отправляет на соревнования. Затем Бай меняет свое решение, так как он рад, что будет сражаться последним, но ему говорят, что самое главное – это соперник, с которым он столкнется. Соревнование начинается, первый и второй участники встречаются лицом к лицу, и Чень объявляется победителем. Третий и четвертый участники выходят вперед, и Фэн выигрывает битву одной атакой. Лин Фэй впечатляет в своем бою, используя дымовую завесу, чтобы уничтожить своего противника. Противник Бая объясняет, что они не участвуют в кулинарном соревновании, когда видят походку Бая, но Бай заявляет, что это для его защиты. Однако его противник не сдерживается, и после того, как походка Бая выбита у него из рук, он с удивлением обнаруживает, что его противник без сознания. Бай выигрывает соревнование и подвергается насмешкам зрителей. Фэна вызывают на поединок с Баем, который готовится к следующему раунду. Бай очень напуган и пытается отложить бой, опасаясь, что его сильно побьют, но Фэн отказывается. Фэн шокирован трусостью Бая и молит о пощаде. Фэн использует технику духа крови, чтобы остановить атаку Бая, но усовершенствованный защитный кулон Бая не дает ему умереть и побеждает Фэна. Ли наблюдает, как меч Бая трижды очищается духом, и не может поверить, что он сияет. Чень, уверенный в том, что победитель выиграет турнир, решает поторопиться и закончить бой с Лин Фэй. Чень готовит свою последнюю атаку, которой ей удается избежать. Лин Фэй одерживает верх и объявляется победителем. Бай уже вошел в 5-ку лучших, и у него нет причин продолжать борьбу. Он предлагает сдаться Лин Фэю, когда начнется их бой. Она указывает на то, что Бай смогла дойти до финала только с помощью предметов, и оскорблена, услышав, что он планирует вручить ей победу. Когда начинается их бой, Бай пытается убедить Лин Фэй позволить ему проиграть, но она отказывается и объясняет, что ей нужна только одна атака, чтобы закончить бой. Драка. Она обрушивает свою атаку, разбивая защитный кулон Бая и пронзая его грудь. Когда Бай указывает на то, что ее меч разбил его защитный кулон, Лин Фэй приходит в ужас. Бай рассказывает, что он был очень осторожен и добавил к своему костюму еще 2 слоя кожи. Лин Фэй падает в обморок сразу после боя, и старейшина объявляет его победителем всего соревнования. Она вызывает Бая на соревнования по знанию растений, и Бай выигрывает соревнования, определив наибольшее количество трав. Уверенность Бая впечатляет, когда он перечисляет все растения и прививки, использованные
спроектированные для их создания. Старейшины поражены мастерством Бая. По мере того, как Бай продолжает прогрессировать, он встречает Бао, старого хулигана Бая, который извиняется за попытку убить его. Бао объясняет, что у него есть связи, и предупреждает Бая, чтобы он скептически относился к людям из отдела надзора. Шень, которого когда-то вытолкнули во внешний сектор, стал его целью, и его брат Фэн, сотрудник правоохранительных органов, также охотится за ним. Бао предлагает стать правой рукой Бая, поскольку конкуренция в мире культивирования бессмертных жестока. А наличие всего лишь один дополнительный друг значительно увеличивает шансы человека на выживание. Бай поражен, когда узнает, что достижение уровня основания продлит его жизнь на 100 лет. Чтобы продлить его жизнь, они должны сами изготавливать пилюли, для чего нужно стать подмастерьем аптекаря. Репутация Бая растет, и ему успешно удается обрабатывать пилюли во всех 10 печах, создавая пилюли среднего уровня сложности. Исключительная репутация Бая заставила толпу обратиться к нему за помощью, и Чень с яростью наблюдает, как его брат Фэн говорит ему успокоиться. Симэй приходит, чтобы похвалить Бая за его добрые дела, но разговор прерывает правая рука Бая Бао. Бао предупреждает Бая убегать, пока он еще может, но когда они выходят на улицу, их встречают сотрудники правоохранительных органов, которые объясняют, что Бай должен пойти с ними в полицию. Зал охраны правопорядка. Фанг и Лин Фэй ждут Бая, третьего человека, назначенного в их группу. Они с удивлением обнаруживают, что на Бая нельзя положиться, и решают поискать человека по имени Юнь Фэй, с которым они потеряли связь. Они с удивлением обнаруживают, что миссия не предназначена для сражения, но они должны найти его и защитить себя. Миссия начинается с того, что Бай говорит, что это его первая миссия, что заставляет его нервничать и задаваться вопросом, не опасно ли место назначения. Они прибывают к реке, поднимающей небеса, которая служит источником духовной энергии для всех секторов. Они достигают своего конечного пункта назначения, гор упавшей звезды, но не дожидаются утра, чтобы исследовать их, так как боятся, что вокруг могут скрываться опасные звери. Когда они приближаются к сектору демонического кровотока, они сталкиваются с двухголовой летучей мышью с ядовитыми когтями в зубах, которые вызывают удушье при контакте с кровью. Также появляется гигант, сила которого превышает уровень основания, но дерево спасает их от гибели. Фэн и Лин Фэй помогают им отбиваться от летучих мышей, но их слишком много, и они не могут убежать. Поэтому они решают разделиться и встретиться за пределами леса. Но Бая нигде нет, чтобы его нашли. Фэн берет на себя ответственность за то, чтобы провести их через лес, но Лин Фэй отмечает, что никто не мог предвидеть, что летучие мыши окажутся там. Вернувшись в лес, Бай убегает от летучих мышей и восклицает, что его жизнь слишком ценна, чтобы позволить летучим мышам поймать его. Фанг и Лин Фэй в восторге от присутствия Бая, так как они слышат его голос и понимают, что он стоит прямо перед ними. Они в ужасе и недоумевают, почему Бай не пришел на их дымовой сигнал сразу же. Фанг потрясен тем, что его увидели живым, и объясняет, что Баю удалось победить двухголовых летучих мышей и обнаружить, что зуб летучей мыши – редкий материал для очистки горящей крови в эликсире смысла. Когда они собираются уходить, на них нападает глаз над ними, который, как объясняет Фенг, является древним зверем, который может медленно высасывать истинную энергию человека своим взглядом, пока человек не умрет. Они ищут Юньфэя и следуют за диском духовного потока, который указывает на последнее место, где передатчик Юньфэя передал свой последний сигнал. Фэн понимает, что происходит, и раскрывает сообщение, оставленное Юньфэем, в котором говорится, что он обнаружил странные улики в горах и отправился на разведку. Бай заявляет, что он заботится о безопасности каждого и не хочет отказываться от миссии. Они прибывают на кажущуюся пустынной границу и встречают человека из клана Люачин, который учит их, что спокойствие – лучший путь к самосовершенствованию. Фенг очень хочет встретиться с их лидером, но мужчина объясняет, что им всем просто нужно следовать за ним. Жуткий голос, поющий вдалеке, призывает слушателей быть послушными и не плакать. Фенг продолжает следовать за группой, но на него нападает красная тень. Лин Фэй предупреждает, чтобы ты не прикасался к ленточкам, так как они могут привести к невменяемости человека. За нападением стоит человек из клана Люачин, и Фэн клянется заставить этого человека заплатить за предательство сектора духов. Количество лент огромно, и они должны бежать, пытаясь сообщить об этом сектору. Но передатчик не работает, и они видят, как начинает формироваться массив, уникальный для сектора крови. Как только он будет завершен, их жизнь иссякнет, и все они умрут медленной смертью. Бай бегает вокруг в ужасе от осознания того, что его жизнь на этом закончится, но мгновенно берет себя в руки, чтобы спасти Лин Фэй, когда на нее нападают. Лин Фэй ищет Бая, и их прерывает член клана Люачин, который объясняет, насколько почетно быть частью их духовного жертвоприношения. Фенг, Бай и Лин Фэй сталкиваются лицом к лицу с человеком, который использует силу массива для создания своих иллюзий. Лин Фэй использует взрывчатую таблетку, чтобы причинить ему вред, но человек исчезает после нападения. Клан Люачин перешел в сектор кровотока, и Лунь Фэй объясняет, что они не могут сбежать, так как система высасывания душ завершена. Бай рассказывает, что он проделал дыру в системе и воспользовался ею, чтобы сбежать вместе с Юнь Фэем. Фэн шокирован, когда понимает, что Бай все еще жив,
жив и клянется, что не позволит себе умереть в таком месте. Фэн появляется из корней и клянется разорвать Бая на куски, когда тот выберется наружу. Человек, которого мы видели ранее, объясняет, что ему никогда не выбраться из их окружения. Бай притворяется расстроенным из-за того, что Фенг остался позади, и благодарит его за спасение. Клан Лю Чэнь проводит ритуал, и человек, которого он видел ранее, докладывает об этом их лидеру Чэнь Юю. Он объясняет, что клан Лю Чэнь предал сектор духов и не оставит их в живых. Лин Фэй и Бай соглашаются сопротивляться изо всех сил, чтобы вместе вернуться в сектор духов. На них совершено жестокое нападение, и мужчина, которого мы видели ранее, объясняет, что у них есть незаконченное дело. Лин Фэй говорит Баю бежать и сообщить о том, что происходит на горе, и Бай убегает так быстро, как только может. Все потрясены, когда видят, что Бай вернулся и обещает отныне защищать их жизни. Бай возвращается как раз вовремя, чтобы спасти Лин Фэй от неминуемой смерти, и она снова велит Баю убегать. Бай объясняет, что больше не бросит их и будет защищать их жизни. Нападавшие удивлены, увидев труса, который бежит первым, но они ошибаются, так как Бай наконец демонстрирует свои боевые способности. Лин Фэй с изумлением наблюдает за происходящим, поскольку она знает, что Бай всегда очень боялся смерти и удивляется, как он нашел в себе мужество вернуться. Чэнь Ю использует свою способность убивать злобных призраков на Бае и обрушивает шквал атак, которые почти не влияют на Бая, и Лин Фэй задается вопросом, не является ли это древняя техника бессмертной силы. Чэнь Юй совершенно сбит с толку, так как он знает, что Бай находится только на 5-м уровне конденсации Кая, но считает, что он намного сильнее Бая. Они вдвоем сражаются, и Лин Фэй использует фиолетовый котел, трансформированный Каем, чтобы победить монстра. Лидеру клана Луа Чэнь сообщают, что Чэнь умер, и все шокированы, так как считают, что он просто сражается с 3 учениками. Чэнь Юй находится на 8-м уровне конденсации Кай, так что все задаются вопросом, раскрыт ли уже их секрет и послал ли сектор духов за ними культиватора основания. Чэнь Хэн прибывает, чтобы успокоить весь клан, и обещает разобраться с проблемой еще в лесу, застав врасплох. Он обещает Лин Фэй, что они вместе вернутся в сектор, и она вынимает меч, пронзивший Бая. Группа пытается сбежать из гор, так как на них охотится клан Люачин, и Бай решает, что им потребуется 3 дня, чтобы сбежать. Во время бегства им приходится сражаться с бесчисленными врагами, но Юн Фэю не становится лучше, и он просит о помощи. В клане Люачин есть несколько человек гораздо более высокого уровня, чем они, и поскольку Бай находится только на 5-м уровне конденсации Кая, он предсказывает, что Бай не сможет долго продержаться. По мере того, как Великий Массив приближается к завершению, Лин Фэй рассказывает, что она слышала о человеке из клана Люачин по имени Чэнь Хэн, который достиг пика концентрации ключей 9-го уровня. Бай и другие пытаются спастись от зла, но они еще не в безопасности. Бай, который быстр и полон решимости спасти всех, взбегает на вершину скалы и объявляет о своем присутствии. Лин Фэй угрожает покончить с собой, если Бай не уйдет, но они верят, что уход – это их единственная надежда выжить. Бай продолжает убегать, и Чэнь Хэн приказывает всем доступным членам клана преследовать его. Они продолжают охоту, чтобы прикончить 2 других. При этом Бай решает, что ему нужно всего лишь занять всех на 16 часов, чтобы его друзья смогли сбежать. Он сталкивается с несколькими членами клана, один из которых использует иллюзии, а другой топоры, но Баю удается справиться с ними обоими. Когда на него издалека нападает человек, стреляющий из лука, он жертвует своим телом, чтобы уничтожить стрелков. Чэнь Хэн знает, что Бай, должно быть, получил удар от стрелы, чтобы провести контратаку, и выражает свое волнение по поводу встречи с кем-то вроде Бая. В лесу Бай едва ли может оставаться в сознании, поскольку он решает, что заманил врагов достаточно далеко, и его друзья должны быть в безопасности. После победы над несколькими членами клана, Бай случайно слышит, что Кен нашел своих друзей и решает сразиться с ними в свою очередь. Он побеждает нескольких членов клана, достигших 6-го уровня Кай-конденсации, и с гордостью представляет себя как мастер Бай. Бай попадает в плен к Чэнь Хэну, который восхищается способностью Бая победить десятки его соплеменников и даже Чэнь Юя. Когда бегущие друзья Бая собираются вместе, Лин Фэй умоляет Бая продолжать терпеть. Вернемся к Баю, поскольку он поглощен фамильяром Хэнка и задается вопросом, не так ли он умрет. У Бая есть детские воспоминания о его умирающей матери. Он использует свою силу, чтобы выбраться из змеи, и обрушивает мощную атаку на Чэнь Хэна. Он указывает, что его духовная энергия, кажется, хочет забрать всю жизнь, и он прорывается на 6-й уровень жизни. Кай-конденсат. Атака Бая с захватом трости остановлена, и он ломает руку Баю. Бай показывает Линг Фэй пограничный памятник, откуда она сможет отправить сообщение обратно в сектор. Она обещает, что выживет, и уходит без него. Чэн Хэн, культиватор конденсации Кай 9-го уровня, призывает свой фиолетовый трансформированный котел, чтобы нанести мощный удар по Баю. Бай поражен мощью культиватора конденсации Кай 9-го уровня и признает, что Бай все равно должен умереть. Его способность порождает смертоносный меч и заставляет его трансформироваться. Пока Бай поражен мощью культиватора конденсации Кай 9-го уровня, Чэнь Хэн готовится уничтожить Бая своим огромным мечом.
Бай использует свою походку, чтобы остановить атаку, но Хэнк продвигает свою атаку дальше и умудряется прорвать защиту ходьбы. Сила, созданная атакой, сталкивает Лин Фэй с обрыва, и она роняет свой передатчик. Чэнь Хэн потрясен, увидев, что Бай держит его за руку и не отпускает. Лин Фэй наконец добралась до памятника и отправила свое послание обратно в сектор духов. Бай с гордостью признал свое достижение, прежде чем упасть в обморок. Вернувшись в сектор духов, Лин Фэй сообщает всем, что Фэн был убит в бою. Бай был похищен культиватором 9 уровня в одиночку, и неизвестно, жив ли еще Бай. Старейшина правоохранительных органов Ао Ян Цзы проинформирован о том, что клан Ля-Чэнь предал сектор духов и причастен к сектору крови. А Ян Цзи приказывает всем ученикам отказаться от миссий, прекратить тренировки и собраться в центре деревни, чтобы уничтожить предателей и спасти своих собратьев-учеников. Лидер клана Люциан Хан Гун потрясен тем, что силы сектора духов атаковали их базу, уничтожив весь клан Люциан. Командующему армией Ли сообщили, что Бай и Лин Фэй до сих пор не найдены, и сейчас они находятся в центре внимания возле памятника. Лин Фэй нашли двое незнакомцев, и она выздоровела ровно настолько, чтобы проснуться. Они нашли останки одного из сражений Бая и обнаружили след от клинка культиватора на 9 уровне конденсации Кая. Ли сказали, что выжить Баю было бы невозможно. Но тут появляется Лин Фэй и объясняет, что пока труп Бая не найден, он должно быть все еще жив. Сектор никогда не забудет, что Бай пожертвовал своей жизнью ради праведного дела, и они планируют почтить его память. В честь смерти Бая проводится поминальная служба и произносится речь в его честь. Ли задается вопросом, что бы произошло, если бы он не привел Бая в царство духов, или если бы он уделял ему больше внимания. Другие члены команды Бая переведены во внутренний сектор, но у Лин Фэй есть еще одна просьба – разместиться в городе Донглин, пустынном и опасном, приземляйся. Лин Фэй остается на церемонии дольше, чем все остальные, полагая, что Бай все еще жив и хочет дождаться его возвращения. Бай мечтает стать героем в секторе духов. Он просыпается и обнаруживает, что полностью исцелен, и задается вопросом, не умер ли он. Таинственный старик объявляется хранителем гробницы Бая и помогает ему восстановить свою духовную силу. Этот человек объясняет, что обретение силы бессмертного тела – дело трудное и изнурительное. И все же только те, кто овладеет 2 томами Священного Писания, смогут преодолеть оковы и печати и разгадать загадку жизни и вечного. Этот человек исчезает, но оставляет после себя недостающий 2 том бессмертной силы. Лин Фэй расстроена из-за того, что ее надзиратели не возвращаются с докладом о выполнении задания более 6 месяцев. Она видит, как он бродит по городу как нищий, и удивляется, услышав его голос. Она одалживает ему одежду и угощает вкусной едой. Бай заверяет ее, что всегда будет рядом, когда она в нем нуждается, и решит все ее проблемы. Она плачет, а Бай обещает никому не рассказывать о ее проблемах. Лин Фэй показывает, что ее существование в этом мире не настоящее, и только человек, стоящий перед ним, настоящий. В секторе духов к Баю относятся как к герою, и в честь его кончины проводятся специальные мероприятия. Статуя, воздвигнутая в его честь, открывается как раз в тот момент, когда в нее врезается летающий корабль, отламывая голову и шокируя всех. Все с облегчением видят, что Бай все еще жив, но некоторые задаются вопросом, как он мог выжить в такой ужасной ситуации. Он был переведен во внутренний сектор и стал 10-м заслуженным учеником. Баю не терпится узнать, какова его награда. Юань, который является экспертом по очистке эликсиров, решает подарить Баю щит божественного журавля и меч золотого ворона. Бай возвращается на сцену, где проходило соревнование сектора, где Зама показывает ему большое растение, использованное в финале. Она рассказывает, что люди приходят к этому дереву, чтобы загадать желание. Позже Бай получает несколько подарков из других секторов, и в городе его называют мастером Баем. Люди сплетничают о могущественном золотом божественном мече Бая и выказывают ему уважение, когда он проходит по городу. Появляется Боу и злорадствует по поводу своего нового статуса, но они терпят крах, когда слышат Чена. Чен хотел бы устранить Бая, когда у него был шанс раньше, но обещает сделать это в будущем. Бай говорит о том, что такие молодые люди, как он, являются будущим сектора духов, и что он должен извлечь уроки из действий своего погибшего брата Фэна. Тинь Юй, мастер Чень, прибывает туда и пытается сразиться с Баем, но уходит, лишь намекнув ему об этом. Бай трясется от гнева и клянется однажды отомстить ему. Бай расстроен из-за того, что его опозорил Тинь Ю, и клянется опередить его в создании фонда. Он покупает ингредиенты для приготовления эликсира 2 класса, но находит свои вещи бесполезными. Проводится аукцион, и Бай предсказывает, что 3 эликсира, которые он принесут ему целое состояние. Юн Фэй и Симэй приходят на него, но она прячется от Бая. Вот-вот начнется аукционный год с большим количеством сокровищ беспрецедентного объема и качества. Бай понимает, что его первый лот – это фиолетовая пилюля Вознесения Духа Кай, некачественный предмет 2 класса с 60% содержанием примесей. Толпа шокирована тем, что кто-то выставил на аукцион такой некачественный предмет, но он напоминает им о своем статусе и объясняет, что потратил 3 месяца готовлю пилюлю. Толпа предлагает больше 5 камней за последний предмет, который обладает редким качеством.
он трижды подвергался спиртовому очищению. Последний предмет – пилюля того же типа, что и предыдущие два, с символом маленькой черепашки. Чжу признает его талант и показывает, как сильно она его любит. Толпа понимает, что все три пилюли должно быть были тем, что маленькая черепашка предложила им просветление. Земи предлагает 100 камней, а ее брат пытается ее успокоить. Она напоминает всем, что аукцион принадлежит ее семье, и Би понимает, что он только что заработал целое состояние. Он объявляет, что он знаменитая маленькая черепашка. Толпа думает, что он просто шутит, так как маленькая черепашка не стремится к славе или богатству, и все знают, что Бай любит эти вещи. Земи – настоящий единственный, кто ему верит. Но когда он погнался за ней, то столкнулся с двумя женщинами. Они хотят обсудить детали своего брака и рассказать, что коробка с ингредиентами, которую он взял ранее, на самом деле была подарком на помолвку. Один из отцов предложил Баю целое состояние, но он все еще колеблется. Они предлагают редкие ингредиенты для приготовления эликсиров, и Бай решает подождать, пока они не примут решение. Однако прибывают представители правоохранительных органов и объявляют, что Бай не сможет выбрать партнера в течение 100 лет. Бай понимает, что слава его эликсира больше не важна для него, и решает сосредоточиться на культивировании бессмертия. Еще одно неудачное усовершенствование повредило павильон, и старейшина запретил ему появляться там навсегда. Мы, однако, объясняем, что великие дела начинаются с малого, и путь к мастерству аптекаря ничем не отличается. Бай озорно берет свою пилюлю для рафинирования к себе домой, создает пилюлю, которая выглядит странно, и задается вопросом, не связано ли это с примесями. Он роняет пилюлю и обнаруживает, что драгоценная пилюля, которая должна была помочь ему достичь базового уровня, была съедена кроликом. Кролик умирает, и Бай задается вопросом, не ядовита ли таблетка. Он испытал ее на другом животном, на цыпленке с хвостом духа и на птице со знакомыми глазами. Группа мужчин обсуждает невыносимую погоду, а говорящий кролик сообщает всем в секторе, что причиной погодных явлений является Бай. Собирается большая группа людей и обвиняет Бая в том, что он злоупотребляет своим статусом почетного ученика, чтобы избежать наказания за причинение вреда. Все они выступают за справедливость, но в итоге попадают под кислотный дождь в доме Бая. Старейшина прибывает, чтобы противостоять Баю, который терпел его достаточно долго и разрушил его дом. Старейшина показывает птицу Феникс, которая составляла ему компанию последние 2 года, и объясняет, что Бай причинил ей вред. Старейшина готовится лишить Бая жизни, но появляется ли, чтобы остановить его. Напряженность возрастает, когда кролик возвращается, чтобы повторить неловкие слова, сказанные старейшиной, отказываясь сотрудничать с Баем, и Ли расстраивается. В другом месте человек по имени Хань Джун вздрагивает, когда слышит голос своего учителя, так как тот давно скончался. Его учитель не уверен в том, как он был возвращен к жизни, и задается вопросом, не связано ли это как-то с таблеткой, которую он выпил. Ли наказал Бая за попытку усовершенствовать пилюлю для создания фонда. Ли объясняет, что он находится только на 7-м уровне конденсации Кая, и поэтому Бай обещает больше не доставлять проблем. Бай узнает о священном писании о превращении дракона в морского слона, который имеет 3 уровня и бесконечный потенциал для успеха. Ли боится, что Бай может стать слишком умным и навредить себе. Бай достигает 8-го уровня конденсации Кай, но ему предстоит пройти квалификацию для участия в войне Севера и Юга. Заями надеется, что Ли быстро прибудет и поможет ему. Ли обнаруживает, что может чувствовать всех живых существ вокруг себя и обладает неописуемой силой. Он понимает, что этот метод позволил ему раньше прикоснуться к оковам жизни и полон решимости разорвать их. Стража вождя Северного берега обладает огромной силой. 10 лучших игроков примут участие в битве, и им не терпится увидеть, кто сможет вырваться на свободу и отличиться. Бай падает в змеиную яму и использует таблетку, чтобы отпугнуть змей, но она исчезает. Вожди поражены силой финальных участников, но не могут найти Бая. Бай высыпает несколько таблеток на змей, но все они издают разные животные звуки. Бай гордится своей гениальностью больше, чем когда-либо, а Тянь опережает всех. Вай первым прошел отбор через портал и шокировал руководителей, в то время как другие участники обвиняют его в использовании коварной стратегии. 10 лучших финишеров будут представлять Южный берег в битве за выбранный Северный и Южный берега, а 5 лучших войдут в Тайное царство, чтобы медитировать и повышать свой уровень. Их уровень развития. Ви ничего не знает о священных землях, но Нью объясняет, что ему и не нужно ничего знать, поскольку он, вероятно, даже не выживет в битве избранных. Баю говорят, что бойцы Северного берега сосредоточены на борьбе со свирепыми зверями, и что битва избранных очень важна. Опасно, и некоторые смертельные случаи будут неизбежны. Ли разговаривает с Баем и учит его жить в соответствии со своими устремлениями и доказать, что он достоин обучения у Ли. Он узнает, что как только кто-то достигнет основания фонда смертного тщеславия, у него не будет шанса развить в себе золотую жилу и достичь бессмертия. Купи и поклонись шпиону на Северном берегу, где обитают 4 великих избранных. Они обсуждают, как они никогда не проигрывали, потому что управляют зверями. Зверь в бездне не активен уже несколько тысяч лет,
потому что у него иссяк источник жизни. Я забрел в пещеру и предположил, что там должно быть что-то опасное. Он получил пилюлю от дракона, обладающего огромной духовной силой, и предложил сделать ее в 1000 раз лучше в обмен на свою свободу. Дракон приходит в ярость, и Бай наполняет пилюлю драконьей кровью, давая дракону пилюлю мечты, которая в 1000 раз сильнее предыдущей. Дракон кажется доволен результатами, но Бай просыпается, и ему говорят, что он был без сознания довольно долгое время, и что если бы он спал, то был бы счастлив. Еще немного, и он пропустил бы завтрашнюю битву избранных на следующий день. Битва между южным и северным берегами вот-вот начнется, и старейшины обеих сторон представят своих избранных бойцов. Север выиграл последнюю битву, допустив 12 участников, в то время как Юг мог выставить только 10 бойцов. Гуя, лучший игрок, выбранный с северного берега, является главным претендентом. Тинью бросает открытый вызов, и кто-то из северного берега принимает его. После утомительной битвы выясняется, что Тянь победил. Лу Тяньли вызывает Гую на поединок за первое место. Гуя выигрывает битву после того, как один из старейшин перехватывает мяч. Ли рассказывает, что на северном берегу есть самая секретная техника – королевство водно-болотных угодий, для материализации которой требуется изучить сотню зверей. Бэй Хенли оскорблен высокомерием Бая и приказывает своему зверю ночному преследователю сожрать его. Он использует свои усовершенствованные пилюли, чтобы приручить зверя, и северный берег ошеломлен. Бай взрывает пилюли, в результате чего ночной охотник отправляется за Бэй Ханлеем. Толпа реагирует на победу по-разному. Старейшина с северного берега нападает на Бая, но Ли указывает, что против этого нет никаких правил, тем более что Бай сам готовил пилюли. Напряженность возрастает, когда птицы заполняют небо, а дракон открывает глаза где-то в другом месте. Старейшины в ярости просят у Бая рецепт его пилюли, так как это очень поможет выжить северному берегу. Женщина-старейшина предлагает ему 2 могущественных артефакта в обмен на формулу, но Ли шокирует их, предлагая им отдать драгоценное королевство водно-болотных угодий северного берега. Старейшины в ярости, так как это высшая из 10 основных секретных техник. Ли отмечает, что обмен хорош тем, что поможет им восстановить контроль над тысячами драгоценных духовных зверей. Женщина-старейшина соглашается на сделку, и Бай обещает сделать все, что в его силах. Старейшина подогревает Ли, объясняя, что только патриарх Тани мог получить небеснокрылого зверя с помощью техники водно-болотных угодий, что дает ему широкое превосходство. Он также узнает, что Бай смог попасть во внешнее морское царство, когда вырастил драконьего слона. Бай, который уже постиг энергетическую систему королевства водно-болотных угодий, понимает, что 2 техники, которые он культивировал или с которыми взаимодействовал, слились в одну. Он снова оказывается в бездне, где дракон указывает на храбрость Бая. Дон Сун Юн готовится сразиться с Баем в финальном поединке, чтобы войти в 5 лучших. Несмотря на опоздание, Бай использует зверей против своего противника и шокирует всех своей абсолютной властью над ними. Юнь признает поражение, когда Бай приказывает зверям напасть на него. Выясняется, что Бай имеет какое-то отношение к исчезновению северных боевых зверей, поскольку ему удалось контролировать боевых зверей Юня. Все 5 лучших избранных имеют право войти в тайное царство для медитации. Мужчина-старейшина северного берега испытывает отвращение к обладанию их драгоценной техникой царства водно-болотных угодий и к своим рукам. В то время как женщина-старейшина указывает, что прошли 1000 лет с тех пор, как кто-то мог ею пользоваться. 5 лучших избранных сталкивается лицом к лицу в борьбе, чтобы определить, кто лучший кандидат для всего мероприятия. Это так. Фанаты Northern Bank надеются, что Бай получит 4-й номер, чтобы Гуи смог его уничтожить. Но они разочарованы, увидев, что Бай получил пропуск в 1-й раунд. Гонгсин Ваннер встречается с Гуи, который легко уклоняется от атак Ваннера и выигрывает матч. Тиньюй останавливает своего противника неожиданной атакой и выигрывает свой матч. Затем Тиньюй встречается лицом к лицу с Баем, чтобы завоевать право сразиться с Гуи, но во время боя оскорбляет родителей Бая, что приводит его в ярость, и он добивает Тиньюя одним ударом. Гуи штурмует сцену, признавая Бая достойным противником, и вызывает его на поединок. Первая атака Дьюи была сокрушительной, и зрители были поражены тем, как он завершил бой всего одной атакой. Баю удалось нанести ему удар в горло, но он был впечатлен тем, как Гуе удалось остаться в живых. Он воспользовался этой возможностью, чтобы ответить, но легко уклонился от его атаки. Гуе использует свой котел трансформации Кай, чтобы блокировать атаку Бая, что приводит вождей в изумление. Бай использует свою технику трансформации слонов-драконов, чтобы увеличить силу своей атаки. Гуи, похоже, оказался на грани и разблокировал печать, которая заставила его атаку преодолеть атаку Бая, в результате чего толпа была шокирована поражением Бая. Северный берег признает достоинство способностей Байза, но Гуя все еще борется за то, чтобы победить его. Гуя готовит нападение на Бая, что является шагом на уровне основания. Бай использует свою секретную семейную технику, обанкротившийся набор мечей, но Гуи избегает этого, заставляя Бая обнажить свой божественный меч. Бай рассказывает, что он пытался извлечь уроки из атак Гуи и использует лучшую технику Искателя – королевство водно-болотных угодий. Атака была разрушительной, и старейшины были в недоумении. Бай овладел техникой, которой никто не мог овладеть в течение 1000 лет. Однако врожденный дух так и не проявился,
И это не окончательная форма секретной техники. Огромный талант Бая направлен на создание самого совершенного божественного зверя в мире. Когда вода становится черной, Ли приходит в ужас от того, что видит ответную реакцию духовной энергии. Он приказывает всем бежать в правоохранительные органы, чтобы защитить их. Ли не желает расставаться с Баем, и в конце концов черный дракон с неба прилетает, чтобы спасти Бая. Бай возвращается к нормальной жизни, и все празднуют это событие. Бай объясняет, что он долго искал мираж просветления, но забыл, что привлекло его внимание. Участники Северного банка считают, что Бай не понимал врожденного духа, но были шокированы, увидев, как он почернел. Из облаков появляется коготь, и Бай объясняет, что он рад возможности оправдать их ожидания. Проходит месяц, и проводится церемония для избранных. Они закончили обучение в Тайном Царстве, и им говорят, что создание фонда земной вены начинается раз в 60 лет, и непобедимый мастер находится рядом с ними. Толпа не слишком беспокоится о выживании. Избранный отправляется в свое новое приключение. Река, достигающая небес, питает множество секторов, включая сектор духовного потока, глубинный поток кровотока и сектор потока пилюль. 4 избранных из каждого сектора оказались в безвыходном положении, проявив слабость и вызвав катастрофу. Священные земли фонда открыты, и начинается прелюдия к тысячелетней войне. Говорящая обезьяна объясняет важность создания фонда и культиваторов для будущего всех секторов экономики. Группа Establishment Level Buy приближается к священным землям, которые, по их мнению, называются бездной падшего меча. У них есть только одна возможность попасть туда каждые 60 лет, и на протяжении всей истории герои сражались за это. Ли объясняет, что каждый выбранный сектор обладает потрясающей силой, и Ли предлагает использовать нефритовую подвеску для транспортировки, чтобы оставить их рядом с пропастью упавшего меча. 3 избранных из каждого сектора прибывают, и они предполагают, что их единственным соперником будет избранный из сектора крови, который однажды убил культиватора основания. Порталы, ведущие в священные земли, открываются, и 3 из предыдущих секторов объясняют, что они не будут дружелюбны, когда встретятся внутри. Повсюду вспыхивают драки, и Бай понимает, что это слишком опасно. Он отправляется на поиски транспортного круга для входа в бездну падшего меча и в процессе помогает своим младшим товарищам. Бай и Юнфэй прибывают, чтобы отвести его к другому порталу поблизости, но они пропускают его. Попытки войти в другие порталы терпят неудачу, и в конце концов они находят уединенный портал, который не соответствует транспортной квоте. Несколько парней из сектора кровотока пытаются заманить его в ловушку, но он использует несколько талисманов, чтобы выбраться. Когда он оказывается рядом с порталом, Бай понимает, что у него заканчивается время, чтобы собрать ограниченные ресурсы внутри, и решает двигаться вперед. Даже если это может обернуться адом. Бай не может летать внутри бездны, но ему удается благополучно приземлиться, и он начинает собирать земного Кая. Однако на него нападает дьявольский зверь, который дает ему первую каплю земной вены Кая. Кай побеждает зверя и начинает наполнять свою бутылку и основывать фонд, но проходит час, а другие звери не появляются, что делает невозможным для Бая наполнить свою бутылку. Бай потрясен, узнав, что ученики, которым он помог попасть в упавший меч, ранены и отравлены. Он решает помочь им и дает таблетки, чтобы подавить действие яда. Выяснилось, что за нападением с применением яда стоит Фан Линь, который намного сильнее, чем сообщалось. Бай очень устал после победы над чудовищем, но решил продолжить поиски Кая. Бай узнает, что чудовище пришло за Ваннером и что она все еще испытывает к нему неприязнь после их прошлых встреч. Он решает защищать ее с этого момента, даже несмотря на то, что она по-прежнему называет ее извращенкой. Би следует за ней и объясняет, что все, что он делал в прошлом, было несчастным случаем. Когда они сражаются с дьявольскими тварями, они сталкиваются с приближающейся чудовищной песчаной бурей, и они окружены. Человек верхом на звере наблюдает за ними, и Бай попадает в песчаную ловушку. Он решает защитить Ваньер, но они оказываются в ловушке внутри самого упавшего меча. Они оказались в ловушке внутри земного тщеславного Кая и жаждут духовной энергии. Бай беспокоится о духе дьявола, о котором его предупреждал вождь Ли. Они замечают яйцо на голове Бая и пытаются его уничтожить, но в итоге Бай получает самый большой урон. Яйцо возвращается, и они понимают, что это не может быть дух дьявола, поскольку он не проявляет никаких признаков агрессии. Они решают придать яйцу лицо, так как судьба свела их вместе и дала ему за приемного отца и сына. Уэннер разочарована тем, что видит, как она совершенствует пилюли, но он игнорирует ее и продолжает совершенствовать пилюлю, которая может привлекать дьявольских тварей. В итоге они оказываются в странном месте, где их окружает абсурдное количество дьявольских тварей. Она решает отправиться в учреждение фонда без него, так как Бай узнает, что звери хотят только одного – преследовать его. Бай убивает всех демонов в радиусе 100 миль и полностью наполняет свою бутылку. Появляется Сонг, чтобы забрать ее у Бая. Подходит другой парень, и они все вместе нападают на Бая, чтобы украсть его бутылку. У Бая появляется гениальная идея
использовать таблетку, чтобы заставить дьявольского зверя напасть на остальных, но он останавливается, когда видит, что Уэннер брошен позади него. Все понимают, что маленькая девочка на самом деле является духом дьявола, и Уэннер винит таблетку Бая в том, что она привлекла его. Он делает вид, что отказывается от Кая из своей бутылочки, но вместо этого бросает очищенную таблетку в рот Шона и убегает. Девочке интересно посмотреть, как он скармливает мужчине таблетку, но Бай убегает так далеко, как только может. Он полон решимости добраться до учреждения фонда и выбраться оттуда как можно скорее. Группа Пана ищет Бая, который известен своей вероломностью и хитростью. Они думают, что нашли Бая в другой одежде, но после того, как они избили его на некоторое время, парень показывает, что он Иджан из сектора кровотока. Маленькая девочка превратила Шанлея в марионетку и теперь охотится на Бая, используя его. Девочка хочет поиграть с Баем в прятки, но он действительно боится ее и изо всех сил старается убежать от нее как можно дальше. Бай несколько раз прятался, но каждый раз его находила маленькая девочка, и он спасался только с помощью своих таблеток от курения. Шон, знаменитый гениальный кукловод, обнаруживает, что Бай полностью наполнил свою бутылку и вызывает его на дуэль артефактов. Бай показывает, что он не единственный, у кого есть драгоценные сокровища, и что он никогда раньше никому не подчинялся. Шон, наконец, после проигрыша отдает нефритовую подвеску на выкуп, который взамен позволяет ему оставить 3 своих изысканных меча. Шон убегает, когда дух дьявола возвращается, но Бай снова запечатывает его в нефритовой подвеске. Бай и Сонг также направляются в тот же район различными опасными маршрутами, потому что они не могут использовать летающие мечи в бездне падших мечей. Бай понимает, что весь его земной Кай был съеден его яйцом, и умоляет его не отрезать ему путь к основанию фонда. Тем временем все шокированы тем, что кто-то уже активировал прилив. Мы видим, как Сонг пытается активировать его, но он сам потрясен, увидев, что на самом деле все зависит от того, кто в этом преуспел. Все участники, которые пытаются достучаться до эстаблишмента фонда, с удивлением обнаруживают, что кто-то, по-видимому, победил их. Сонг, считающийся самым могущественным среди них, показывает, что именно Бай сливается с первым уровнем прилива. Сонг использует таинственную технику, которая оказывается его техникой сектора крови, в то время как Бай своей духовной энергией высвобождает земную вену Кая, создавая духовное море. Бай становится слишком самоуверенным в том, что он первым достигнет основания фонда и понимает, что количество приливов, которые он активирует, определяет уровень из эстаблишмента. Чем выше уровень прилива, тем более продвинутым должен быть навык. Каждое движение должно быть совершенным, иначе весь процесс пойдет прахом. Бай использует свою технику превращения котла в пурпурного Кая и морского дракона-слона, которая позволяет всем понять, что человек, получающий золотой прилив, это Бай. Другие культиваторы используют свои священные техники, и первая партия приливов внутри упавшего меча была активирована лучшим выбранным из 4 секторов. Бай понимает, что что-то не так, и пытается освободиться от оков внутри своего прилива. Он движим своей целью стать бессмертным и использует свою недавно восстановленную силу, чтобы вырваться на свободу. Однако его 5-й уровень прилива подошел к концу, и он не в состоянии идти дальше. Затем Бай демонстрирует истинную силу своей техники царства водно-болотных угодий, которая является чрезвычайно мощной и шокирующей. В бездне падшего меча имеется ограниченный запас земного тщеславного Кая. Так что Сонг говорит, что если ему удастся поглотить всего земного тщеславного Кая, то никто из остальных не добьется успеха. Так что все они просят своих людей немедленно зайти к ним. Бай столкнулся с многочисленными учениками, которые отказываются позволить ему добраться до здания фонда. Повсюду расставлены ловушки, а бессмертная сила Бая активировала 9-й уровень прилива, в результате чего его товарищи по сектору потеряли здравый смысл. Генда, Бай-Бай, Фанг Линь и другие прорываются сквозь барьер Бая и атакуют, чтобы убить его. Юн Фэй прибывает, чтобы помочь защитить Бая, в то время как Ванер также планирует защитить своего товарища по сектору духов. Юн Фэй ранен, но отказывается сдаваться, вспоминая, как Бай пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти его во время инцидента с Люцианом. Бэй Хенли прибывает, чтобы присоединиться к битве, предупреждая, что любой, кто хочет убить товарища по сектору потока духов, должен сначала попросить разрешения. Дженда останавливает Ваннера, заявляя, что он делает им всем одолжение, и что Бай сойдет с ума, если завершит 9-й уровень прилива и достигнет пика земная вена. Она верит в Бая, но расплачивается за свои слова. Бай борется со своими эмоциями, видя, как убивают его товарищей. Фан Линь проводит массированную атаку, которая разрушает божественный щит Бая, но Бай поглощает его духовную энергию, открывая кровавый свет, который соответствует тому, что произошло 800 лет назад, когда Уцзя потерял контроль. Бай демонстрирует непревзойденную силу и уничтожает всех своих противников, создавая впечатление, что в их мир проник демон. Цзинь Дао и другие пытались помешать созданию фонда Бая, и теперь они все должны умереть. Бай движется с невероятной скоростью, чтобы остановить Цзинь Дао и покончить с собой, став победителем мастера. Ян наблюдает за происходящим и восклицает, что история каким-то образом умудрилась повториться. Ведь Бай
Бай – это второй мастер Удзи. Бай берет на себя ответственность за события, которые привели к смерти Цзиньдао. Он исцеляет своего друга и противостоит Сонгу, ученику сектора крови, который пытается пройти свой 8-й уровень прилива. Бай не может остановить его, и Сонг с силой активирует 9-й уровень прилива. Сонг использует свой компас, чтобы активировать небесную жилу Кай, которая, как было подтверждено, существует на самом деле. Битва усиливается, и Сонг и Би борются за преимущество. Сонг использует технику кровавого убийцы мира, чтобы победить Бая, а его компас активирует небесный путь к основанию фонда. Получатель небесной вены Кай – это Бай, который испытывает странное ощущение времени и пространства. 5 чувств Бая и его способность к самосовершенствованию увеличиваются, и он заявляет о своей способности уничтожить мир одним щелчком пальцев. Наблюдатели предупреждают, что этот мир не сможет долго существовать, и все должны покинуть его как можно скорее. Бай возвращается и обещает найти Ваннера, который все еще числится пропавшим без вести. Дух демона, появившийся ранее, показывает, что теперь она свободна и необуздана. В награду за помощь Бая она пытается напасть на Бая, чтобы заставить его остаться с ней навсегда, но ее останавливает яйцо, которое в очередной раз спасает Бая. И мы также мельком видим Ваннера, который все это время его не было видно. Бай пропал без вести на 5 дней из-за того, что основал фонд небесного тщеславия. Дух дьявола сообщает, что ученик забрал небесного тщеславного Кая и объявил этот район опасным владением 9 кругов ада. Человек по имени Джун разговаривает с говорящей обезьяной, которая объясняет, что Бай достиг основания фонда небесной вены и является будущей надеждой сектора потока духов. Однако остальные 3 сектора недовольны этим, поскольку это означало бы, что сектор потока духов становится лидером секторов. Яйцо Бая спасает его от духа дьявола и переносит его в неизвестную область. В другом месте великий старейшина сектора кровотока требует, чтобы поиски Бай продолжай. Он понимает, что Бай должен быть казнен любой ценой, и что группа должна быть полна решимости догнать его. Великому старейшине сектора кровотока говорят, что все убийцы, посланные всеми 3 секторами, были уничтожены. Но он заявляет, что Бай не может победить того, кто добился создания фонда с помощью 9 приливов в первом тайном царстве ада Сумэй. Бай думает о том, что за ним охотятся в других секторах, и задается вопросом, не защищает ли его кто-то тайно. Он находит свою давно потерянную подругу Лин Фэй в пещере и рассказывает, что она ушла из-за неизбежных трудностей. Она исчезает как раз в тот момент, когда Бай просыпается и видит Ли на ее месте. Бай хочет отправиться на ее поиски. Но Ли раскрывает, что Лин Фэй – предательница сектора потока духов. Бай заперся в доме Ли и испытывает эмоциональную боль, узнав об истинной природе Лин Фэй. Он полон решимости раскрыть правду о предательстве Лин Фэй сектора духов. Зона, уважаемый старейшина, приносит медицинский свиток холодного сектора, который поможет пройти по пути вечности. Фэй берет на себя ответственность и узнает о своем яйце, которое должно поглощать духовную энергию духовных зверей каждый день в течение 49 дней, чтобы вылупиться в короля зверей. Это причинит зверям большой вред, поэтому мы должны убедиться, что хозяева зверей не возражают против этого. Когда ученики Северного берега обсуждают странное происшествие, когда духовный зверь исчезает и возвращается сам по себе. Все они предполагают, что это должен быть кто-то с высоким статусом. Они решают объединить свои силы в восстании против Бая, который, как известно, совершает вредные поступки. Бай, который хочет, чтобы его сообщником был черный дракон, обращается за помощью к старейшинам, чтобы защитить сектор потока духов. Чжу указывает, что появление короля зверей укрепит сектор потока духов, а также запугает сектор кровотока. Бай, столкнувшись с Бэ Хан Лэем по поводу пропажи его одухотворенного зверя, не побоялся показать ему яйцо. Он признает, что причинил вред Северному берегу и полон решимости сделать все возможное для сектора потока духов. Бэй Хенли приглашает старейшин зайти к нему, но Бай предлагает показать им яйцо и сказать, что все, что он делал, это ради яйца, из которого вылупится ребенок. Король зверей. Бай, молодой человек с огромным талантом, стал самым известным человеком в секторе духов, обладающим сильнейшими способностями, и королем зверей, удивительно похожим на черного дракона. Старейшины были поражены рождением яйца в результате духовного очищения, но празднование было прервано из-за отсутствия очищения, и старейшины задались вопросом, не произошла ли неудача из-за недостаточного поглощения духовной силы. Ли прибывает, чтобы объяснить, что неудача произошла из-за столкновения злой энергии из бездны падшего меча. Чан, ответственный за вылупление, берет на себя полную ответственность за инцидент. Ли временно лишает Джана энергии и велит ему идти домой. Однако Джан отказывается, опасаясь потерять своих близких. Био старается изо всех сил и очищает яйцо в своем горшке, таким образом вылупление проходит успешно. Когда Тиан умирает, царь зверей оживает. Поскольку в секторе намечается ежегодный фестиваль очищения, все становятся более расслабленными. Несмотря на свой юный возраст, Бай стал самым известным человеком в секторе духов, обладающим самыми сильными способностями, а Тянь популярен за свою очаровательность. Бай Хенли оскорбляет Бая за то, что он отвратителен, но Сими указывает, что то, что сделал Бай,
Бай было на благо всего сектора. У Бая все хорошо, так как он медитирует на воздержание и денно и ночно перерабатывает таблетки, что является извинением перед сектором. Тянь удивляет Бая подарком, но он потрясен, обнаружив, что его маленький ребенок украл нижнее белье. Тянь Юй выходит на улицу, чтобы объяснить, что в секторе проводится обыск. Он заявляет, что от него ничего нельзя скрыть, но в итоге ничего не находит. Случайно одна из вещей падает, и Бэйси ловят с поличным. Бай умоляет старейшин, что его обвинили несправедливо, но Ли указывает, что он знает разницу между правильным и неправильным и что необходимо объяснение. Он продолжает настаивать на том, что на самом деле именно Тянь украл все это нижнее белье, который к настоящему времени является влиятельной фигурой в секторе потока духов, отправляется на запретные земли предков, чтобы проверить свое родовое наследие. Он входит в ледяной храм и сталкивается с проявлением старшего бессмертного, который требует от него большего уважения, но на самом деле это Джу. Они оба стали старейшинами сектора потока духов, и Джу объясняет, что Джая сумела активировать 20 наследий, поэтому она ожидает, что Бай сделает то же самое. После просветления Бай поражен активацией 100 столпов света, что означает, что все наследства открылись перед ним. Однако голос говорит Баю, что он может выбрать только один из них для постижения. Голос объясняет, что при правильном мышлении даже ничто не превратится в нечто. Бай помнит, как Ли дал ему каплю воды, достигающей небес, которую он использовал в книге без слов, что привело к реакции, и руины впитались в его тело. Бай обладает скрытым наследием, высшей способностью речной воды, достигающей небес, которая никогда не активировалась. И это позволяет ему воспринимать всех существ и понимать все на свете. Бай слышит голос, жалующийся на то, как Бай разрушил его жизнь, и он представляется Дэном из сектора кровотока. Дэн рассказывает, что ему известен секрет, касающийся вечности, и предлагает помощь сектору потока духов. Он рассказывает, что таинственный человек дал ему маску, приказав замаскироваться под мертвого Джана, и рассказывает о реликвии вечности. Бай потрясен, узнав, что маска Дана может полностью изменить внешний вид человека и скрыть уровень его силы. Он предлагает оставить его на некоторое время в своей сумке, но когда маска снова появляется из реки, он понимает, какое это сокровище. Бай использует свои духовные магнетические крылья, чтобы летать по городу, набирая огромную скорость и силу. Он удивлен, увидев Ваннера, который вернулся в сектор духов после долгого отсутствия. Старейшины довольны тренировками Бая, но из-за того, что Бай усовершенствовал пилюлю 4 класса, в городе начинает формироваться странная погода. Бай приспосабливает свою обычную технику, но ему трудно контролировать ситуацию. Новым ученикам сообщают о прошлых инцидентах, когда очистка Бая вызывала кислотные дожди, и мутировавшие животные начинали говорить человеческими словами. Бихан Ли, которому было поручено очищать пилюли, был потрясен, увидев, что у Ба хватило смелости сделать это. Они пытаются погасить печь, в то время как все остальные убегают, но Бай насмехается над ними. Эван, лидер сектора, ругает этих двоих за то, что они устроили сцену, но Бай берет на себя ответственность за их действия. Тянь и Бай – идеальная пара, и их связывают давние узы. Бай говорит Ирану перестать притворяться, и Баа понимает, что оставаться там больше небезопасно. Бай решает уехать, чтобы набраться опыта, так как понимает, что только пройдя через трудные испытания, он сможет стать бессмертным мечом. Эван захватывает Бай и дает ему сумку с духом, камнями, эликсирами и защитными артефактами, чтобы начать свое путешествие. Бай соглашается отпустить его, и Б разрешается попрощаться с ним. Хун Ли расстроен, что не сможет попрощаться с Ли, но Бай уверяет его, что сообщит Ли, когда тот закончит тренировку. Вис уезжает, оставляя своего приемного сына и готовясь к трехдневному празднованию. Бай бежит на предельной скорости, чтобы найти реликвию вечности в секторе кровотока. Дэн объясняет, что он использовал маску, чтобы прятаться в секторе кровотока в течение многих лет, и что она может изменить внешность, голос и ауру человека. Бай понимает, что ему нужно узнать о секторе кровотока в его легенде. Бай прибывает в сектор кровотока и потрясен, обнаружив гору рукопожатий. Дэн объясняет, что секторы духа и кровотока сражаются без остановки, а система проверки личности у ворот была усилена. Они узнают, что сектор кровотока фокусируется на индивидуальной силе, где над слабыми издеваются, а более сильных боятся. Каждый должен пройти обследование, прежде чем отправиться домой, и любой, кто потерпит неудачу, будет считаться предателем сектора и пособником сектора духов. Шон пытается помочь Баю, который выступает в роли Джана, и подкупает его всем, что он награбил в бездне падшего меча. Джан, которым восхищаются за его способности, получает разрешение войти во внутренний сектор, но ему угрожает Суми, благородная девушка, которая, вероятно, скоро будет повышена до мастера. Сун Куэй появляется там, чтобы сразиться с Суми, поскольку они оба претендуют на лидерство на вершине Кровавой горы. И у них есть напряженная битва, в которой Суми был явным победителем. Джан решает больше не действовать импульсивно, притворяясь раненым, и выплевывает кровь изо рта. Шон указывает на то, что у него должна быть какая-то скрытая защита, и Сонг становится любопытной, услышав имя друга Бай
Бай Чжао. Полагая, что такой нормальный человек, как Чжан, не смог бы пережить нападение со стороны Сонга, он приходит к выводу, что Чжан должно быть что-то скрывает. Покупает маскировку, так как Чжан вот-вот будет обнаружен, но любовницы Дэна спасают его и показывают, что у него несколько любовниц. Зал мастера крови расположен на вершине горы, и они должны создать эликсир, чтобы открыть секретную комнату. Дэн объясняет, что вернуть реликвию вечности сложнее, чем подняться на небеса, но они могут притвориться, что основали фонд смертных вен и стать стражами среднего пика. На пике трупов будет выбрана миссия по очистке кукольных трупов, которая требует тайного культивирования крови. Чжан, присутствующий на испытании смертельной вены, удивлен, узнав, что этот штат является территорией Шона. Напряженность в отношениях между 4 секторами растет, и только самые избранные будут отобраны для создания фонда смертельной вены. Миссия включает в себя усовершенствование белых марионеток, на выполнение которого уходит полгода. Бай, однако, находит другой способ и получает задание усовершенствовать секретную пилюлю крови для пилюли, открывающей врата. Его отводят в секретный резервуар крови, чтобы усовершенствовать кукольное семя. Кровь является основой для всех вершин и должна быть связана с семейными реликвиями. Бай решает усовершенствовать куклу и пилюлю. Бай рассказывает ему о своем плане и говорит, что он также будет делать пилюли, чтобы ускорить превращение в белую куклу. Шон арендует эту мастерскую по воскрешению трупов на год и гарантирует, что первая партия родившихся усовершенствованных кукол будет передана старшему. Однако общее количество секретной крови для усовершенствованных кукол сокращено до 30% из-за покупки. Дэн потрясен, увидев, как его крошечная кукла собирает всю секретную кровь в своей комнате. Чжан выходит из мастерской, сея хаос на территории Шона. Шон обвиняет Чжана в разрушении его мастерской и потере секретной крови. Великий старейшина, увидев могущественную зеленую марионетку Бая, прощает ему все убытки, и теперь Чжан отправится прямиком на испытание смертельной вены через 3 месяца. Шон и Чжан обсуждают свои отношения, и Шон верит, что Ян добьется успеха в испытании смертельной вены. Они обсуждают процесс создания фонда смертельной вены в секторе кровотока, где великие старейшины с 4 вершин будут выступать в качестве наблюдателей. Санг уверен, что через 3 месяца его легко повысят до стража. Он сосредоточился на поиске 4-листной травы и столкнулся с кровавым зверем, которого победил с помощью своего кровавого кая. Джун задается вопросом, кем бы она хотела стать стражем после испытания, поскольку на среднем пике много стражей, но им нужно быть более опытными в медицине. Чжан украл все 10 пилюль основы и устроил хаос. Позже Чжан объяснил, что он сам принял 5 пилюль, а остальные использовал, чтобы приготовить пилюлю для себя. Но Джуна не впечатлил бесполезный предмет 3-го класса. Бай признает, что сейчас это бесполезно, но он полон решимости однажды создать редкую таблетку 5-го класса для улучшения кровообращения. Старейшины отчаянно пытаются завербовать Чжана, и он тщательно взвешивает все за и против. Джун приезжает, чтобы поразить всех своим обаянием, и Бай немедленно соглашается присоединиться к среднему пику. Бай заинтересован только в том, чтобы присоединиться к залу кровавых мастеров, чтобы забрать реликвию вечности и защитить ее. Дэн боится слухов, окружающих зал кровавых мастеров, и боится призрака. Бай входит в зал, но на него нападает незваный гость, который, по его мнению, тоже охотится за реликвией вечности. Бая, пытающегося избежать драки, останавливает другой человек, похожий на призрака. Он использует свои небесные глаза закона, чтобы найти ее, но его обнаруживают, и он понимает, что с ней должен быть эксперт. Суми, у которой сохранились воспоминания о том, как она поклялась отомстить Баю, была подавлена таинственным человеком, который подавил ее сознание. Джун, не впечатленная прорывами Чжана, утверждает, что Сун намного способнее его и что легче всего контролировать 2 типа людей. Тех, кто жаждет богатства, и те, кто испытывает вожделение к женщинам. Она решила освоить технику мирового кровавого убийцы и планирует править срединным пиком в одиночку. Перед ней появляется таинственный мужчина, который выкрикивает его имя и подавляет его силу. Этот человек предлагает ему принять участие в испытании мастера крови, которое решит все его проблемы. Бай вспоминает, что Дэн рассказывал ему о таинственном человеке, который дал ему маску, и он понимает, что этот таинственный человек помогает ему. Бай вынужден участвовать в жестоком испытании по выбору мастера одной из вершин. Дэн рассказывает, что доверенные хранители – это просто ученики, готовые пожертвовать собой. И Бай должен решить, стоит ли ему самому стать доверенным хранителем и участвовать в испытании. Бай решает овладеть самым сильным навыком и находит ценное место за водопадом. Он быстро заканчивает освоение секретной техники сектора крови, которая включает в себя 3 этапа – очищение ключа крови, очищение жидкости крови и возвращение крови предков. Баю удается призвать кровавый меч, но его надежды рушатся, когда другой меч почти попадает в него. Сонг рассказывает, что правила сектора гласят, что вещи должны быть взяты силой, и если он хочет получить водопад для культивации. Это будет зависеть от того, есть ли у него то, что для этого требуется. Сонг и Бай сражаются, и Бай понимает, что бессмертная кровь Каи из его тела – лучший источник силы. Сонг планирует преподать Чжану урок мировой техники кровавого убийцы, но он использует свой бессмертный кровавый меч. Бай тяжело ранен и падает на дно реки, но тут
тут начинает происходить что-то странное. У всех в городе забирают кровь Кая, и Бай просыпается и обнаруживает, что его бессмертная кровь может поглощать находящуюся поблизости кровь Кая. Это позволяет ему быстрее развивать мир кровавых убийц и продолжать обманывать всех подряд. Он также пытается украсть кровь во время тренировок Суми, но она отказывается сдаваться. Суме в шоке осознает, что ее противник должно быть и есть похититель крови, раз он украл ее кровь у Кая. Ее ученик сам ищет вора, но обнаруживает, что у него украли кровь Кая. Бай принимает всю силу бессмертной крови и наносит удар, от которого содрогаются горы. Он использует кровяную жидкость, чтобы вызвать меч гораздо большего размера, а Сумей вспоминает, как она ослушалась приказа своего хозяина в городе Донглин. Во время ожесточенной погони за кроликом, который заставил всех заподозрить Бая, ученики разочарованы и злы, поскольку Джан продолжает красть их кровавого Кая. Джана находит мастер-дивинер, который планирует вместо этого отправиться на пик трупов. Они обнаруживают, что Джан тайно овладел техникой очищения тела, что затрудняет его победу. Мастер-дивинер приказывает всем атаковать Джана, но Джан остается стоять. Джан сопротивляется, показывая разницу между собой и другими. Он использует только техники сектора кровообращения, но, похоже, теряет контроль над собой, поскольку его атаки становятся все более примитивными и ужасными. Песня в ярости требует от группы больше борьбы. В то время как песня готовится использовать последнюю стадию очищения крови, Джан блокирует мощную атаку и парирует обе атаки. Парни одним движением. Мастер Давина показывает, что Джан объединил технику очищения тела с миром кровавых убийц, в результате чего кровавый Кай извлекается отовсюду. Ученики задаются вопросом, каким монстром стал Джан, так как он обезумел и потреблял огромное количество кровавого Кая. Джан говорит, что убьет всех, если они захотят убить его. Джан продолжает требовать продолжения борьбы, но приходит патриарх Удзи и спрашивает, хватит ли с него. Удзи хвалит Джана за его возвращение к кровным предкам и дьявольскую натуру. Он дает ему лечение кровью, чтобы залечить его раны, и 3 пилюли духовной крови, чтобы обострить его чувствительность к крови. Джун приходит, чтобы напомнить всем, что Джан уже является частью Middle Peak, и предупреждает его держаться подальше от Удзи. К Джану относятся по-другому, поскольку его называют демоном и считают человеком, который убивает, не моргнув глазом. Ему показывают разные дома в кровавом Кайо и говорят, что мастер-дивинер живет в прекрасном месте. Мастер-дивинер отказывается выходить из своего дома и клянется преподать Джану урок. В конце концов, он решает использовать свой последний ход и умоляет Суме прийти и отомстить за него. Суме соглашается помочь ему, но меняет свое мнение, когда узнает о причастности Джана. Слухи быстро распространились, и люди начали верить, что у Ян и Сун был ребенок. Цзюнь, опасаясь, что Сун может повлиять на Джан, встречает Джан, которая искренне и хочет защитить ее. Цзюнь рассказывает, что после инцидента с Баем секторы потока крови и потока духа непрерывно сражаются. Сектор потока крови был разделен на одну фракцию, выступающую за войну, и одну за мир, чтобы разрешить конфликт. Джану приказано присоединиться к дипломатической миссии в секторе потока духов через 3 дня, чтобы выяснить силу старейшин сектора потока духов и найти решение конфликта. Сектор глубинный поток амбициозен и скоро захватит соседний сектор поток пилюль, который вторгнется в их кровоток. Их дипломатическая миссия имеет первостепенное значение, поскольку на данный момент война неизбежна, но они все еще могут попытаться урегулировать ситуацию миром. Бай, переодетый Джаном, направляется в сектор духов, чтобы провести собственное исследование. Патриарх семьи Сун поражен мощной энергией и пугливостью Джана, но Дивинер объясняет, что таких людей, как он, рано или поздно поставят на место. Джан считает, что Дивинер просто мошенник и может устранить его мгновенно, приложив совсем немного усилий. Патриарх Сун встречается с Ли из сектора духовного потока, и они направляются дальше в сектор. Все стороны настаивают на том, чтобы мастер дедукции по имени Дивинер нашел дом Бая, используя искусство небесного предсказания. Дивинер уверен в своих способностях и просит награду за определение местоположения. Однако Джан говорит, что у него уже есть местоположение, а прорицатель отказывается в это верить. Джан вспоминает свое прошлое и делает вид, что все делает правильно, и побеждает прорицателя в каждом испытании. Прорицатель бросает Джану вызов на предмет дедукции и решает изменить фамилию своей семьи на Джан, если он сможет вывести безголовую статую старейшины Бая. Джан утверждает, что Бай является образцом для подражания для всех и правильно выводит статую. 2 сектора вступают в спор о том, кто из них лучше, но Джан его прерывает. Дивинер указывает на то, насколько сложнее человеческая дедукция, и готовится наблюдать, как Джан терпит неудачу. Джан настаивает на своих попытках, и Джан делает вывод, что он будет богатым и респектабельным человеком. Джан использует свои воспоминания о совместном тайном приеме пищи, чтобы прошептать что-то Джану на ухо. Все были поражены, увидев, что Джан явно сделал какие-то выводы о будущем Джана. Старейшина Северного банка предупреждает их не принимать посетителей в этот день, так как они не могут допустить, чтобы кто-либо из сектора кровотока узнал о его существовании. Они вызывают своих духов зверей, и Джун понимает, что их обычные звери достаточно сильны, чтобы быть опасными. Старейшина просит всех уйти, чтобы зверь не вышел из-под контроля и не поглотил их всех.
Король зверей прибывает, и все узнают о его присутствии, поскольку все они поражены тем, что он все это время находился в секторе духов. Джан телепатически инструктирует Теня не раскрывать свою личность, чтобы он мог выполнить свою задачу, и заявляет, что вернется за ним позже. Патриархи Сун и Ли соглашаются не нападать и не объединять силы с кем-либо еще, но отказываются договариваться друг с другом. Однако среди могущественных патриархов растет напряженность, которые опасаются, что их сектор попадет под влияние массивов всего за пару сотен лет. Сектор кровотока уходит, но они шокированы, когда ощущают силу, и им говорят защищать патриарха. Вуджи раскрывает себя, удивляется и разочаровывается сектором духовного потока и понимает, что два сектора все еще не могут доверять друг другу. Слухи распространяют ложные новости о том, что сектор духовного потока потерпел поражение и что старейшина Бай нанес удар. Удзи решает встретиться с врагом лицом к лицу, приказывая всем ученикам вернуться в сектор и вести военное положение, чтобы подготовиться к войне. Бай усердно тренируется и становится доверенным помощником Джун, готовясь забрать реликвию вечности и вернуться в сектор потока духов. По мере смены времен года Бай становится в 10 раз сильнее и заканчивает интенсивное совершенствование, и мы видим, как он стареет. Бай достиг средней стадии создания основы и теперь способен сконденсировать 9 кровавых мечей. Однако он должен притвориться, что имеет только один уровень кристаллизации и не может достичь формирования ядра или претерпеть фундаментальные изменения. Цзюнь обеспокоен способностью Джана овладеть лекарственным путем и постичь священную пилюлю разрушения. Они отправляются в руины, где раскрывают секрет лекарственного пути, полученный предками 10 лет назад. Джан решает устроить шоу, используя стену с таблетками, чтобы заставить всех думать, что он совершил успешный прорыв. Он сидит перед стеной в течение 2 недель, но, похоже, это никого не волнует. Земля сотрясается, и распространяются новости о том, что Джан начинает постигать священный столб разрушения. Все в секторе кровотока поражены и шокированы поддержкой Джун. Джан начинает свое великолепное выступление, заставляя всех задуматься, не галлюцинирует ли он. Он видит мерцающую фигуру на стене и входит в нее, открывая уникальную технику очищения трав. Стена с таблетками светится и выглядит как цветочная пилюля, обладающая всеми целебными свойствами. Патриархи наблюдают издалека, ожидая, что если Джан добьется успеха, в секторе кровотока появится еще один великий мастер по очистке эликсиров. Джану приказано быть защищенным любой ценой, и ему позволено отдохнуть. Его убеждают усовершенствовать эликсиры, и все думают, что он сошел с ума, когда он убегает, чтобы усовершенствовать их. Патриархи понимают, что Джан постиг стену, и что внутри находится наследство для сектора потока пилюль. Yi Джан, который был заперт в своем доме больше месяца, и не уверен, сможет ли он усовершенствовать эликсир 4 класса. Прорицатель наблюдает ужасающую природу очистки эликсира и задается вопросом, почему это так важно. Однако его очистка приводит к обратным результатам, и он потрясен, увидев хаос, который за этим следует. Бай, притворяясь Зангом, пытается снова очистить эликсир, но безуспешно. Он считает, что проблема возникла во время очистки потенции, и что это как-то связано с воздухом, который он поглощает. Он использует другие травы для нейтрализации воздуха, но печь снова взрывается, вызывая страх у жителей города. Беспокойство Джун растет, поскольку она понимает, что если так будет продолжаться и дальше, она не сможет подавить всеобщую ярость. Бай проявляет решимость и снова пытается усовершенствовать эликсир, но ошибается в своих предсказаниях. Хаос достигает своего пика, когда культивация Сунового водопада прерывается, и он решает, что пришло время действовать. Патриот Сун считает, что именно так должен вести себя ученик сектора крови, но когда Джан очищает эликсиры, раздается непрерывный грохот и удивительная энергия. Цзюнь берет Джана под свою опеку, и он продолжает очищать эликсиры. Однако на него нападает Сун, которая не дает ему говорить. Баю удается избежать нападения, защищая котел, который Сун продолжает пытаться уничтожить. Бай понимает, что главное не нейтрализовать воздух внутри печи, а высушить его и дать ему медленно рассеяться. Он благодарит Сонга за его вклад, но Сонг по-прежнему в ярости. Джун объясняет, что Идзан делает это ненарочно, и Сонга отправляют домой. Когда идет дождь, это вызывает неожиданные побочные эффекты, и люди начинают бежать в туалет. Вместе клятвы песня еще более несчастна, чем когда-либо. Цзюнь предупреждает Джана о крайнем сроке, который установил патриарх, и Джан нанес серьезный ущерб сектору. Она обещает защитить его, и он наконец заговаривает и рассказывает, что ему удалось усовершенствовать эликсир. Патриарх приходит осмотреть пилюли и обнаруживает, что это высококачественные эликсиры 4 класса. Он доволен талантом Иджана в изготовлении пилюль и объявляет, что у него будет такой же статус, как у прямых потомков семьи Сун. Дивинер подслушивает и объявляет, что Иджан закончил изготовление эликсиров, и все они спешат вернуться на вершину, чтобы объединиться как коллеги по сектору. Джан ведет себя как почетный гость, но предпочитает не пить с остальными. Другой старейшина рассказывает, что пилюли, которые он усовершенствовал, очень полезны для каждого пика, и они хотят объединиться в клан. Джан соглашается присоединиться к ним, но Бай случайно плохо себя ведет с Джун и приводит ее в бешенство. А она, в свою очередь, наказывает Джана за то, что он забыл об уважении к старейшине. Великие старейшины играют
играют в камень-ножницы-бумага, чтобы узнать, кому достанется первая очищенная таблетка. Они предлагают Йи-Чжану несколько различных подарков, в том числе летние техники очищения тела и куклу зеленую таблетку. Йи-Цзян выражает беспокойство по поводу плохих вещей, которые случаются, когда он очищает эликсиры. Но старейшины уверяют его, что он может сеять хаос столько, сколько захочет, ничего не говоря. Цзюнь напоминает им, что Йи-Чжан является членом Middle Peak и будет марионеткой Middle Peak даже когда умрет. Йи-Чжан соглашается приготовить пилюли для другого старейшины, но после этого ему говорят не возвращаться к Джун. Великий старейшина трупного пика очень хочет, чтобы Йи-Чжан начал перерабатывать пилюли. Но он хочет быть уверенным, что у него не будет неприятностей из-за каких-либо неудач, которые могут возникнуть из-за этого. Бай соглашается взять на себя полную ответственность за создание мощной кукольной пилюли, которая поможет повелителям крови достичь высшей кукольной ступени. Великий старейшина объявляет, что никому не позволено прерывать работу Чжана, и любой, кто это сделает, будет казнен. Чжан начинает перестраивать мастерскую и узнает о процессе изготовления пилюли. Используя свои знания, полученные при изучении стены для пилюль, превращает зеленую куклу в печь для приготовления пилюль. Первый шаг в приготовлении пилюль прост, но требует точности. Ли создает трещины во всех куклах и вставляет пилюлю в зеленую куклу. Шон наблюдает снаружи, как трясется земля, понимая, что Чжан, вероятно, собирается снова разрушить мастерскую. Внутри Бай замечает, что что-то не так, и определяет, что кровяная жидкость загрязнена. Он спешит очистить кровь и завершает первую стадию очищения. Когда черная энергия рассеивается, Шон понимает, что дым вызывает галлюцинации у всех, независимо от уровня их силы. Шон отдает приказы сообщить об этом старейшине, но не осознает, что разговаривает с камнем. Великий старейшина в конце концов возвращается сам и задается вопросом, не могло ли очищение пилюль Чжана вызвать весь этот хаос. Другие великие старейшины слышат об этой ситуации и понимают, что слухи об очищении Чжана правдивы. Джун в ярости и считает, что Чжан никогда не ценил ее усилий и ссылается на его возвеличивание, чтобы другие не завидовали ему. Шон первый, кто проснулся и понял, что он просто разговаривал с камнем. Чжан разделил зелье для восстановления крови на первичную и вторичную таблетки и дал им вторую таблетку, оставив себе первую таблетку. Старейшина испытывает благоговейный трепет перед легендарным зельем для восстановления крови четвертой могилы и утверждает, что его пик будет выше всех остальных. Чжан возвращается на средний пик, и Джун хочет, чтобы он признал свою ошибку. Чжан отказывается и пытается дать ей таблетку, но она отвергает ее, так как считает, что он слишком полагается на свои навыки совершенствования. Джун заявляет, что не позволит ему манипулировать ею, и они начинают ссориться. Джун сожалеет о том, что доверилась ему, и разбивает бутылку, обнаруживая эликсир внутри. Чжан заявляет, что теперь она великая старейшина, а он всего лишь его ученик. Она не дает ему уйти, но не может подобрать нужных слов, поэтому он просто говорит «прощай». Бай расстается с Джун, которая хочет, чтобы он приготовил для нее очаровательную ароматическую таблетку. Они обсуждают этот вопрос, и ученик из Лёсер Маршпик приглашает Бая усовершенствовать пилюлю для тела, чтобы увеличить самосовершенствование. Бэй соглашается, но удивляется, обнаружив техники, спрятанные за стенами. Старейшина объясняет, что пилюля была создана в результате исследования руки великана, и что он и великан используют одну и ту же основу. Бай использует усовершенствование тела, чтобы объединить тело с внешним кровяным каем, стремясь нейтрализовать его лучшие свойства для более быстрого достижения успеха в методе бессмертной силы. На безымянном пике учеников предупреждают о демоне чумы Чжане, который пытается усовершенствовать эликсиры. И Чжан решает приготовить эликсир без происшествий и использует эту возможность, чтобы смыть с себя репутацию демона чумы. Бай проваливает первую попытку и с удивлением обнаруживает группу маленьких черных существ, которых он использует в качестве подчиненных для тестирования эликсиров. Он угрожает наказать их за то, что они так себя ведут, и велит им оставаться рядом с ним и стоять на страже. Он использует это знание, чтобы контролировать действие эликсира и тайно уменьшать его действие. Бай использует его в качестве испытуемого, но безуспешно. Он предупреждает его о взрывающейся печи и приказывает ему съесть ее до того, как она взорвется. Он пытается напасть на Бая, но Бай не в состоянии уничтожить ее. Бай раскрывает себя и учит Хэя понятиям хозяина и слуги. Старейшины не находят никаких новостей из комнаты пилюль и обнаруживают в ней могущественного демона. Санг оставляет им записку и подарок. Джун потрясена, увидев, что Айзенг возвращается один, заявляя, что Middle Peak его дом, и он всегда будет возвращаться туда. Он объясняет, что отправился совершенствовать эликсиры и подружиться с другими старейшинами ради семьи Сун. Он усовершенствовал ее очаровательную ароматическую пилюлю, что удивило ее и заставило его понять, что он всегда будет выполнять свои обещания. Появляется Сун и объясняет, что это прекрасная возможность избавиться от Джана. Она ругает
пугает его, но он заявляет, что Чжан рано или поздно принесет несчастье. Хэ Чжан останавливает наказание Сун, удивляя его больше, чем кого-либо другого. Чжун утверждает, что никто не понимает, через какую боль прошел Чжан, и он начинает терять контроль над собой. Появляется великий старейшина Малого Болотного пика и требует от Чжана объяснений. Другие старейшины сходятся во мнении, что это произошло из-за его злых очищенных эликсиров, но Чжан расстроен тем, что старейшина солгал о том, что котел не может взорваться. Другие старейшины отказываются спорить с Чжаном, утверждая, что очистка драгоценной пилюли требует чрезвычайно точного давления в печи и не терпит ни малейшего меняйся. Два могущественных великих старейшины начинают сражаться и демонстрируют самые мощные техники обоих пиков. Прибывают другие великие старейшины, чтобы остановить бой и объяснить, что все знали о риске, когда просили Чжана усовершенствовать пилюли для них. Великий старейшина Малого Болотного пика извиняется перед Чжаном за попытку захватить его в плен, но Чжан указывает, насколько это было опасно. Старейшина предлагает утроить награду, но Yi Чжан отказывается. Цзюнь останавливает старейшину, показывая, что Чжан и пилюля принадлежат Мидл Пик. Старейшины готовятся к драке, и Чжан подходит, чтобы сказать, что именно он усовершенствовал пилюлю, и что если у них возникнут какие-либо проблемы, они должны обсудить это с ним. Как раз в этот момент появляется патриарх Сонг и объявляет, что пилюля отправится на Малый Болотный пик в соответствии с их первоначальным соглашением. Yi Чжан, избранный старейшиной крови, повышен до старейшины среднего пика. Болотный пик создаст для Yi Чжана комплект боевой одежды крови стоимостью в половину стоимости меньшего мартовского пика. Патриарх объявляет о 3 важных вещах. Истеблишмент фонда предложит своего кровавого Кая, чтобы призвать наследие сектора крови. Средний пик начнет испытание мастера крови, и сектор будет применять правила запрещения